Всем привет, это Мнев. Майские праздники я провел немножко поскорбив о минувших днях, когда было не очень хорошо, и немного занялся тестом периферии и позанимался проектами. Скажем так, много всего я набрал, потестил, и было довольно-таки интересно. Ну, в общем-то, много играл я. В общем, тут и эстетический бум небольшой произошел, и мне было немножко страшно, когда я в 7.1 Cerberus играл в метро, когда Анна свалилась вниз, и куча этих зомбаков вылезла. В общем, было реально страшно, что я вот Alt F4 нажал и просто решил забыть этот момент. Но все-таки сейчас не о наушниках, потому что я еще добиваю их тест до конца, а сегодня эстетический бум для всех, кто любит, чтобы перед ним стояло красиво, а не только классно. Это Asus ROG Flare. Это очень интересная и достойная клавиатура, которая, в принципе, стоит даже не так дорого, ну, относительно конкурентов. В общем, поехали, будет интересно, поскольку это для тех, кто, ну, прям эстетам посвящается. Эстеты. Это вам. Начнем с того, что я в принципе сравнивал ее с другой очень такой красивой клавиатурой Asus, это Claymore. И Claymore, он всем красив, универсален, он турнирный, но я боялся, что некоторые, скажем так, проблемки, которые есть у Claymore, они перенесли во Flare, но нет, они взяли и доработали, и кейкапы здесь немножко матовые, они имеют символы больших размеров, и это, наконец, теперь смотрится намного лучше, потому что на Claymore и с их вот маленькими буковками, а там буковки чуть-чуть вот отличаются в размере, было, ну, действительно неудобно. Я даже подумываю свапнуть их туда. Еще очень сильно бросается в глаза, особенно при замедленной съемке, качество светодиодов. У Claymore они мерцают, а у Flare они очень качественно и красиво светятся. Плюс клавиатура еще заметно ярче, но все-таки разница между годами выпуска клавиатуры есть. И если не учитывать типа размер, модульность одна турнирная, вторая такая настольная, то очень для меня заметная разница — это стабилизаторы кнопок Cherry MX. В случае Claymore у нас идут металлические стабилизаторы, которые делают тактильное ощущение от нажатия пробела и нажатия шифтов намного интереснее, приятнее, более четкое. То здесь стандартные повторяющие кнопки MX, Cherry, стабилизаторы, которые я не люблю, мне не нравятся своей вот этой, скажем так, хлипкостью, смазанностью. В общем, движение на стабилизаторах, конкретно на Claymore, намного лучше. Но это такая мелочь, которую заметить не каждый, это нужно реально придираться, смотреть и разбираться. Клавиатура у нас полноформатная, раскладка американская, кнопки очень разборчивые, немножко кнопочки утоплены, это не скелетон. Под кнопочками у нас белая подложка, которая заставляет светиться все вокруг интереснее и красивее. Ну и плюс то, как она сделана, эти немножко закругленные края на манер 5-го айфона, ну все-таки это смотрится прилично. Это вот вставочка с оргстеклом, которую можно вытащить. Есть еще дополнительный, скажем так, обрубочек, на котором можно что-то нафрезеровать, написать. Может быть, еще торец шлифануть, она будет еще сильнее светиться. И это прикольно, и как минимум это необычно. И плюс еще здесь у нас как раз в месте крепления этой вставки есть а-ля зефировский вот этот скос. Пластик сделан под металл, и выглядит это на самом деле очень круто. И мне понравилось то, как она вот во всех деталях проявляется. Даже здесь есть надпись Trix, а на боковой подставочке, которая цепляется очень просто, точнее подладонная подставка, она также имеет надпись Republic of Gamer. Сделана и красиво, и качественно. И что приятно удивляет, с обратной стороны здесь красиво, мощные резинки, она невысокая, она кажется очень низкой, и есть хорошо прорезиненные ножки, которые никуда не деваются. В общем, за то, что именно качественно со всех сторон подошли, и изъянов очень мало. И теперь, что касается эргономики. Молодцы! Здесь есть скролл для громкости, кнопка отключения клавиши Windows, отключение, включение подсветки и управление плеером, которое мне не совсем до сих пор как бы надо, но мой товарищ, который, скажем так, задротит в игры, бегает в Quake Champions, сказал, что все-таки в плеерах кто-то ими пользуется.
Если такие люди есть, напишите снизу, ну, мне просто интересно, сколько вас. И это сделано с левой стороны и под левую руку, не здесь. Здесь красиво, а здесь функционально, и реально это удобно. Тебе не надо тянуться сюда, не надо отрывать руку от мышки, и это отдельный очень крутой плюс. Что касается кнопок, здесь стоят Cherry MX Red, которые, ну, обычные, мягкие, очень хорошие на тактильные нажатия, они быстрые, чуть-чуть круче сильверы. В плане громкости клавиатура, конечно, чуть-чуть, но громче, чем блоки. Это сами красные кнопки более шумные. И плюс еще из-за того, что стабилизаторы, как я сказал, используются стандартные для Cherry, они чуть-чуть, но шумнее. Но тем не менее, поиграл я с удовольствием, кайфанул, и меня уже как бы не удивить переходом с одних кнопок на других. Печатать неудобно. Сразу говорю, то, что я перешел с черных клавиш, которые более жесткие, надо было привыкать. Лишние кнопки, лишние нажатия, силверами это вообще трабл, а здесь они, ну, появлялись. Как раз таки я печатал overclock для проекта Assassin, и, в общем, ну, косяков там было. Потом ты проверишь, думаешь, что за фигня. Также нельзя упускать количество одновременных нажатий клавиш, и тут нет никаких ограничений, так как, ну, все-таки это не китаец. Возвращение на Claymore было, опять же, со страданиями, но, тем не менее, если вы ищете интересную, красивую, очень хорошую клавиатуру, а за последнее время из клавиатур, которых я тестировал, это одна из самых запоминающихся была, потому что, ну, одно ты дело смотришь ее на картинках, а другое дело ты ее перед собой поставил и кайфуешь. И еще, что для меня было тоже очень классно, здесь есть USB-порт, хоть и 2.0, но он не тупо для зарядки, как на некоторых клавиатурах. Он также подключается с другой стороны проводом. Провод, кстати, тут не жесткий, как у Thermaltake, он довольно-таки мягкий, с ним удобно. Он не съемный, что обидно, но тем не менее здесь полноформатный USB, и сюда свисток воткнул какой-нибудь, либо флешку, ну флешка в 2.0 не очень, а конкретно от беспроводной мыши свисточек поставил, и классно, удобно. При перетаскивании стендов, допустим, я вообще не запаривался, сменил клавиатуру, ну, вытащил 2 USB штыря и все. Свисток, я знаю, что тут у меня, и он на своем месте. Что касается подсветки, куча профилей, можно настраивать, как и в программном обеспечении, можно менять и здесь. Есть стрелочки, есть кнопочка FN, все зажимаем, все меняем, изменяем. В общем, настройка тут полная, и это, опять же, ну, удобно, правильно. И одной только подсветкой кнопок Asus не ограничились, еще запилили снизу в торце небольшую подсветочку. Не могу сказать, что это надо, но смотрится это круто и очень-очень хорошо дополняет все это внешнее красивое оформление таким вот необычным проявлением подсветки на клавиатуре. В общем, Asus ROG Flare крайне достойный представитель среди клавиатур, и самое главное, она действительно заставляет вас кайфовать от эстетического вот этого всего оформления. Хорошая подсветка, несмотря на то, что это Cherry MX, они менее яркие, чем Kailh, она немножко выглядит иначе. Она, скажем так, несмотря на то, что вышел год назад или даже полтора, она до сих пор выглядит интереснее, чем все остальные клавиатуры, которые ты встречаешь, ну, на рынке. И Asus в плане клавиатур, конечно, бешено крутые ребята. Жаль, что она не на силверах ее нету, нет ее на сайлентах. Была бы она на Black Silent, либо Cherry Red Silent. Было бы, ну, очень хорошо, я бы ее действительно хотел. Но у Asus под брендом Strix выходит новая клавиатура, которая будет на сайлентах. Она больше напоминает Claymore. И, в общем, ждем. Ну, она также довольно-таки интересна. Но, по крайней мере, это чисто вызвало у меня море положительных эмоций в плане того, что ты пришел, смотришь и радуешься ей. Плюс еще, ну, она действительно качественная, и это отдельно заслуживает большого пальца вверх, нажатия на колокольчик, подписки на канал. Скоро будет обзор Центурионов, я их вроде в начале видео назвал Церберусами. В общем, Центурионы меня немножко напугали, но пока мои впечатления о них очень сильно разнится. В играх огонь, а вот в музыке, скажем так, есть некоторые но. И, в общем, ребятки, выбирайте, если механку и в бюджете 10-12 тысяч, то это действительно очень хороший вариант в плане того, что здесь и внутри, и внешне все на эту сумму рассчитано. В отличие от, скажем так, всех остальных брендов, которые я тестил в последнее время. Так что тут Corsair, Thermaltake, можете, ну, давайте справляйтесь, потому что до этого вы не дотягиваете. В общем, большой палец вверх, колокольчик, подписка и всем пока!